Когда я бываю в Гурзуфе, меня очаровывает старый пирс, куда причаливают кораблики. И с той, и с другой стороны подойду, и акварелью попишу, и маслом, и порисую. Рыбаки на нем стоят. В общем, простая ситуация. Вот эти ржавые столбы, которые половины нет их, отражение в воде. Ну, в общем, картина такая, всем, я думаю, понятная, очаровательная. Но писать это сложно. И если нет опыта, мозг взрывается, как это все уложить. И песок, ну, как это, галька, каменистый пляж, вода в тени, на свету, блики, пирс, небо, дальний план. В общем, я сделал курс из 5 уроков. Первый подготовительный, где мы разрабатываем композицию, 2 решения. И потом я пишу маслом с натуры и акварелью. В каждом уроке объяснение, каждый мазок кладется с объяснениями, как, почему. И вы все это видите. Многим наверняка кажется, как это у экрана компьютера писать, разве можно этому научиться? Ну вот несколько отзывов тех ребят, которые прошли мои занятия, курсы. Наталья Кузьменко, ваши уроки, Вячеслав, многочисленные видео помогли мне расписаться после долгого перерыва и понять, наконец, принцип тональных отношений, о котором ни один препод мне никогда ничего не говорил. Благодарю от души за ваш труд. Галали. Недавно нашла ваш сайт, канал. Вчера купила по скидкам уроки. Хочу вам сказать большое спасибо за такую чудесную возможность учиться. И, казалось бы, из простых абстрактных пятен в итоге получается такая красота. Таких отзывов много, вы можете почитать на сайте. В общем, это не миф, это работа. И кто хочет работать, приглашаю на этот курс. Будем заниматься вместе. Более того, там есть возможность обратной связи. Курс состоит из 4 уроков. Первый урок бесплатный. На нем мы компонуем в 2 вариантах этот мотив. Первое композиционное решение – это панорама, второе – фрагмент. На сайте урок этот выложен, вы можете порисовать его со мной или самостоятельно. Следующий урок – это основная работа, которую я пишу маслом, и вам предлагаю тоже такую укрывистую технику. Это может быть не обязательно масло, может быть темпера, гуашь, но главное укрывистое. Я работаю маслом. На этом уроке я пишу панораму. То есть пирс, который вы видите, полностью закомпонован в холст. Третий урок – фрагмент этого пирса. И природа подарила блики на воде под этим пирсом, поэтому в нем будут показаны и разобраны акценты. 4-й урок – это творческое решение акварелью. Как обычно, я предлагаю вам 2 пакета. Первый – базовый. Все уроки курса будут доступны в течение 3 месяцев со дня приобретения. Второй пакет расширенный. Он предусматривает обратную связь, тесное общение с коллегами в телеграм-канале в закрытой группе и со мной тоже. Лучшие работы я буду публиковать. Будет также доступ в дневник открытий, который я завел для того, чтобы мы все делились своими открытиями в живописи. Заходите на сайт, принимайте решения и будем работать. Жорж, все преподаватели, художники рекомендуют незаконченную работу или накрывать тканью картину большого формата, или отворачивать к стене, чтобы, повернув, можно посмотреть на картину свежим взглядом. Есть мнение, что когда картину долго не видишь, то, взглянув на нее как впервые, ошибки, недочеты, даже мелкие огрехи сразу видны. Так вот, возникший вопрос. У вас какой-то свой метод анализа картины на предмет обнаружения ошибок, непроизвольных, каких-то недочетов, и потому картины должны быть постоянно на виду у вас перед глазами. Что это за метод? Поделитесь, пожалуйста. Тканью закрывал Репин. И не для того, чтобы самому не видеть, а чтобы он приглашал в мастерскую людей, чтобы они незаконченную работу не видели. Как это пословица, незаконченную работу дураку не показывают, да? А он-то что? Глаз, я думаю, у него был наметанный. Но ошибки, если случаются,
Но свежий взгляд всегда полезен, перерывы лучше чаще устраивать, когда пишете. Потому что это же рождение произведения, этого не было. Каждого мазка еще не было. Вы его производите на свет и как бы так примериваетесь, удивляясь вообще, он годится или не очень. Бывает так, что работа была лучше, чем потом. Часто так бывает. Ты дописываешь, в итоге смотришь, если на видео снимаешь, то видно, в какой момент ты начал ее, значит, уничтожать. Да, уже было все. Сложный процесс тканью накрывал не раз, если какая-то такая серьезная идея, и я хотел, чтобы близкие не видели, я накрывал. Но не для себя. Для меня, например, лучше, когда работы висят везде, и я так смотрю и все время как бы пишу. Глаз цепляется, видит неточности и желание что-то поправить, ну, если есть такие неточности. Очень хороший метод картины вешать на белых стенах, потому что вы с белым сравниваете. Уже есть цвет белый, и относительно него все остальное, все, что собрано в картине, работает или не работает. Ничего необычного, у меня нет никакого метода. Перевернуть хорошо, боком посмотреть на 90 градусов, на 180. Ну, или, как вы правильно говорите, просто, вот, я не знаю, ночь поспать, утром подойти и увидишь лучше. Ну, свежим взглядом видны какие-то неточности, которые хочется исправить. Все, в общем-то, обычно. Мари Лансарт. Вы говорите, начинать будете картину для выставки в мае. Успеет высохнуть? Ведь многие желтые долго сохнут. Оранжевая, красная. И бывало ли так, что к выставке высохнуть полностью не успевали? Да, конечно. Прям на выставку бывало, привозишь и вешаешь, и все. А на выставке она подсыхает. Как поступаете тогда? Да никак. Вот так и поступаю. Не отправляйте на выставку. Или все же, да, ну, если я сам везу на выставку, так аккуратно привожу. Но отправлять это, конечно, можно нарваться на то, что кто-то перепишет ее, неудачно коснувшись одеждой или чем-нибудь еще. Тогда как упаковываете, чтобы не повредить, и возвращали ли вам с выставок испорченные каким-либо образом картины? Ну, недавно, да, вот была в Петербурге, и там порвали холст. Сказали, что был большой ветер, не справились с управлением при загрузке в машину. Владимир Полуда. Женский портрет как-то отталкивает. На большого любителя, хотя написано хорошо. Ну, это главное же, написано хорошо, если нормально. Это банщица Елена на академичке. Я писал ее с натуры, она любезно позировала, накрасила губы, в общем, прихорошилась. Очаровательная модель, образ, в общем, я доволен, как мы поработали. Это был год назад. Ну, а если уж отталкивать, то извините. Ну, оттолкнитесь, да и смотрите на что-нибудь другое, от него оттолкнитесь. November Soul, я хочу найти свое, понять, что мне отвечает, почему такое привлекает. Цвета намешать можно, но мне интересно понять, что движет художником, как отражается его натура, и через это лучше понять себя. Прекрасно. Иногда дело совершенно не в технике и колористике, что побудило, как так нашлось, выбралось, почему, что было основой изнутри. Вот что интересно. И мне интересно, как приходят к своему, как осознают, что именно твое. Об этом был вопрос, а не о том, как колористически решить работу. На это может уйти вся жизнь, чтобы понять, что твое. А кому-то и жизни не хватает. Пробовать надо. Не попробовавши, не поймешь вкус напитка. Великая тайна. Нет у меня ответа. Друзья, включайтесь. Что делать? Как найти свое? Как понять, что оно твое, да? Ну, человек, как понять, что он твой? Вроде бы твой. Живешь, годы идут, а оказалось не твой. Вот что тут делать? С картинами проще. Можно соскрести, перекрасить, переписать. В жизни сложнее. Ну, понять, наверное, что твое, не твое. Сердце особенно радуется, ёкает. Прям, ах, вай. Ну, хорошо, внутри.
Вот и все понимание. Если нехорошо, значит не твое. Наталья Р. Сколько людей, столько мнений. Вы говорите, что цвета можно сочинять. А Родионову слушала, она против этого. Ну, не знаю, кто такая Родионова, против и против. Говорит, что цвет надо не сочинять, а увидеть. Как же быть? Да хорошо. Одно другому не противоречит. Увидели, написали. А это просто следующий этап, когда вы пишете не в лоб, а как бы так приблизительно. Более того, можете уйти в какую-то странную сторону. Вообще живопись – это некая странность, какой-то вызов, какая-то новизна. А как можно новизну, да, сделать, если ты просто списываешь, вот увидел цвет там розовый и написал розовый, пристегнул его там, я не знаю, к фиолетовому и фиолетовый. Все вроде бы логичненько, все ровненько, даже анекдот такой есть, прям все аккуратненько. А как сделать, чтобы было живописненько, и, может быть, даже не аккуратненько, это целая история. Не знаю. Я за то, что если становится скучно списывать, как вот видишь, не сочиняя, становится, да, то вы просто себя спрашиваете, а можно ли найти какое-то другое решение? Ну, условно я называю дизайнерское, дизайн, как бы такое вот новое решение, новизну такое впустить в мир. И пробуешь, например, зеленое не зеленым делать. И не обязательно через ультрамарин, а что-то еще найти. И все время находить, но держа отношения тональные, да, а цветовые вот немножко быть таким вот разухабистым гулякой, таким нахалом в цвете. И из этого нахальства может вырасти что-то такое невероятное. Ну вот я просто об этом. Друзья, через неделю еду на семинар, проводить буду в Плёсе, на Волге. Присоединяйтесь. На Бусти сегодня выложил новые материалы. Можете заходить на этот канал, подписывайтесь. Я вас там искренне жду. Пока.